ошиблись! У нас было 2 пакетика травы, 75 ампул мескалина, 5 пакетиков диэтиламил лизергиновой кислоты или ЛСД, солонка наполовину наполненная кокаином и целое море разноцветных амфетаминов, барбитуратов и транквилизаторов. Чертов эфир. После него вас развозят так, что вы похожи на пьяницу из старой ирландской новеллы. Полная утрата двигательно-опорных навыков, галлюцинации, потеря равновесия, немеет язык. А потом в начале 2-го часа вы начинаете проклинать того кретина, который вам продал эту байду. Умри, падла, умри! Осуждаю. Что ж, с анимацией мы разобрались. Та еще шляпа, но в целом терпимо. Ну а как он, кстати, новый интерфейс? Да это же настоящее произведение искусства. Хотя самая мякотка заключается в комментарии от разработчиков, в котором и объясняются основные причины обновления. Наслаждайтесь. Новый год, новый я. У нас у всех есть приятные воспоминания о внутриигровом интерфейсе. Но после 4 лет обновлений пора сбедить его кардинально. После 4 лет обновлений неплохо было бы добавить новые механики или даже новые режимы для того, чтобы освежить геймплей в целом, а также пофиксить текущие баги и решить проблему с кривыми хитбоксами. Но у разработчиков это есть более важная проблема. Интерфейс, видите ли, устарел. Больше не придется вглядываться в дефолтные иконки в углу и гадать, кто из них Мэг, а кто Дуайт. Теперь все предельно понятно. То есть посмотреть перед началом матча, кто на ком играет, для разработчиков, по всей видимости, задача не из выполнимых. Или они считают нас уже за умственно отсталых. Кроме того, если акцент делается в том числе на более удобном обнаружении объекта одержимости для выполнения соответствующего задания в архиве, то где гарантия, что вы не попадете на тиму с одинаковыми персонажами и скинами, которые это самое преимущество нивелируют? И наконец, в чем по-вашему смысл игры? Наверное, в том, чтобы суровые сбежали, а маньяк, вот так сюрприз, принес их жертву, не дав им сбежать. Надо ли говорить, что в таком случае абсолютно не важно, кто на ком играет? Ах да, чуть не забыл. Если выживший оказывается в предсмертном состоянии или был повешен на крюк, то вместо их изображения мы видим что? Правильно. Все те же самые иконки старого интерфейса, после чего возвращаемся практически в самое начало. Больше не придется вглядываться в дефолтные иконки в углу и гадать, кто есть кто. Сложно. Сидите за несколько метров от экрана и пытайтесь понять, что же там написано. Или вы минималист, жаждущий, чтобы большая часть экрана отводила самой игре, а не интерфейсу. В любом случае, у нас для вас хорошие новости. Теперь вы сможете масштабировать интерфейс в настройках игры. На протяжении почти 5 лет у нас так и не появилась возможность более гибкой настройки графики. Разрешение в пикселях, а не в процентах, изменение качества теней, текстур окружения, персонажей, а также частоты обновления кадров для, на минуточку, соревновательной игры, я вас умоляю. Настройка масштабирования иконок. А давайте сразу 2. Ну да, их и так 2, в игре и в меню. Кстати, про стримеров мы тоже не забыли и оставили вам место в интерфейсе, куда вы сможете помещать картинку с вашей веб-камеры, не перекрывая при этом никаких важных элементов. Как будто до этого стримеры не знали, как правильно подогнать изображение с вебки и чата. Ну спасибо, что просили без того простую задачу. Плюс ко всему, откат прогресса таких эффектов, как усталость, уязвимость, ослабление и так далее, стал менее читабелен. Единственное, что действительно пошло явно на пользу, так это затенение области скиллчека. Теперь не надо каждый раз отводить камеру в темную область для того, чтобы не пропустить. Но, как по мне, обмен неравноценный. И напоследок, с учетом всего вышесказанного, многоуважаемые, любимые разработчики Dead by Daylight, и я ваш род... Осуждаю!